Итак, друзья, всем привет. Значит, сегодня у нас будет установка камина в деревянном домике. Дачный домик, просто весь домик из дерева. Значит, именно как вариант или как правильно устанавливать камин, камин-топка в деревянном домике. Значит, разводка тепла у нас получается раз комната на первом этаже, 2 комната и 3 у нас здесь кухня, да. И разводка у нас будет по всем комнатам на первый этаж и на второй этаж. Значит, топка у нас на сколько? Объем топки? 13 киловатт. 13 киловатт, вот. Такая топка, вот. Флэм Корна. Да. Корна, вот, ну, загрузка, вот, много места, да? Ну, вполне. Типа, нормально, да? То есть, топка отличается у нас от булерьяна. Абсолютно разница. Отличается, да? То есть мы делаем каркас для вот этой вот топки. Значит, в домике деревянном вот сложно отопить весь домик, а при помощи вот такой вот топки мы попробуем вот показать вам такой метод, чтобы отопить весь домик. Значит, что сделали? Тихо. Значит, что сделали в самом начале? Выбрали, естественно, место для установки и первым делом сварили вот такой вот каркас. Каркас из профильной трубы 20 на 40. Значит, высота какая поднятия? 45. 45. Для того, чтобы, ну, примерно это для чего? Ну, это по технологии. Ну, обычно маленькие топки ставятся на высоту где-то 40-50 сантиметров от пола. Для лучшего обзора и максимального эффекта. Да. Да, значит, вот так вот. Значит... Вот так вот. И теперь что? Труба. Это у нас забор холодного Это у нас воздуха. забор. Холодный впуск, друзья, как в машинах. Холодный воздух Да. с улицы. Да. Для более эффективного продвижения горячего воздуха по комнатам. По комнатам. Чтобы не выжигать воздух внутри помещения. То есть, чтобы свежий воздух не уходил из помещения. Значит, мы трубу что? Сделали отверстие, завели с улицы трубу. Отверстие в полу. Да, отверстие в полу. Труба у нас сотка, по-моему. Сотка канализационная. Канализационная труба, да. В нее внутрь станет клапан, который жестко закрывает подачу воздуха. Обратный клапан. Сквозняк. Ага, то есть отсюда не выходит, а сюда заходит. Выводится. То есть обратный клапан. Кнопка регулировки где-то вот на уровне боковой панельки. Будет кнопка регулировки, да? Обязательно, чтобы... Ну да, это же какая-то, как шулер, как поддувало, как она называется? Подача воздуха. Подача воздуха, регулируется вручную. Да, регулируется, да. Значит, а где вход в топку подачи воздуха? Где воздух в топку будет заходить? Куда? Воздух в топку заходит, у нас вот есть поддувало. Вот поддувало. Вот это сюда заходит весь воздух, да? Да. А как же? И по краям топки и отделочного материала остается технологическая щель. То есть воздух заходит тоже через щелки из дома. Вот сюда, да? Да. Ага. Ну хорошо. То есть с каркаса. И вот тоже. И вот технологическая щель, через которую обдувается пирамида камина. Ага. Ну а для горения воздух заходит только сюда. Да. Только сюда. Вот, понятно. Больше ему достаточно, все остальное идет на обогрев. Да. Значит... Причем эта топка работает и с закрытым поддувалом тоже. И здесь у нее есть заслонка, которая закрывает. Закрывает выпуск закрывает вот этот выпуск. Практически, да. Где-то на 70% закрывает дым. За счет этого получается медленное горение. Да. Значит, вот таким вот образом, друзья, мы будем устанавливать. Вот, значит, сварили каркас, да? И что сделали дальше? Значит, камин, получается, устанавливается у нас в кухне рабочая, то есть это топка загрузочная, как отверстие будет у нас непосредственно в кухне. Ну а сам камин будет установлен вот в этой комнате. То есть просто его часть обшитая будет внутри вот этой комнаты, да. Значит, сварили каркас, установили топку, закрепили мы топку на каркасе. Просто установлена и в принципе никуда не денется, да. Когда ставится труба, зажимается. Да, труба. То есть труба будет в принципе держать топку, ну не будет ей куда деваться. То есть мы никак не фиксируем. Значит, дальше мы установили тут еще, внимание, трубу. Вот
Все панели, которыми зашиваются, внутри утепляются фольгированным базальтом. Да, Для фольгированная того, чтобы вата. все тепло аккумулировалось внутри. Собиралась Кабина, внутри да. здесь и поднималась вверх. Да, здесь отверстие для обогрева. в соседнюю Отверстие, вот комнату. смотрим. Для обогрева уже от первой комнаты нашей, вот уже сюда пошел у нас обогрев. Вот по этой трубочке будет подаваться горячий воздух вот в эту комнату. А вот эта вот труба, вот обратите внимание, большая, она будет идти вверх и будет прорезана вверх ну, подниматься на второй этаж, на мансарду получается. То есть вот такой вот обогрев трубами. А воздух будет циркулировать за счет чего? разницы температуры. За счет разницы температур. Значит, забирает, да-да-да, забирает воздух холодный из с улицы, а поднимает, соответственно, в домик и разводит по комнатам. Значит, сюда поставили что? Ну, здесь изолируем, понятно. Здесь гипсокартон термостойкий гипсокартон, и потом у нас фольга. Фольгированный базальт. Да, фольгированный базальт на профилях. И вот так вот, значит, все швы это... проклеены скотчем. Все швы проклеены скотчем металлическим. Вот. Так, дальше мы установили переходник. Ну, это переходник, муфта. Потом, да, муфта. Мама. Чтобы Мама. трубы по Да. конденсату. По конденсату, ну да, чтобы конденсат стекал вниз и не вытекал со швов. То есть вниз вставляем, да. Обычная труба металл, да. Потом одевается у нас труба сэндвич. Нержавейка, и посередине минвата. Угол поставили для того, поставили, не срезать потолочную балку. Да. Мы уперлись в потолочную балку, поэтому два угла под 45 градусов, два колена и дальше прямая труба с выходом на крышу. Да, то есть идем теперь на второй этаж. То есть воздух забирается снизу, и проходит сюда, нагревается и выходит вот сюда, на эту комнату, а на эту комнату будет еще потом позже труба с каркаса. Ну, сейчас мы будем делать и все покажем дальше. На дальнюю комнату. На дальнюю комнату вот это вот отверстие. И вертикально вверх будет выходить. Еще одно отверстие, да. То есть сейчас поднимаемся на второй этаж. Там пока, смотри, печка. Ну, нечего мы расскажем, что и как будет дальше. Так, вот у нас два отверстия. Одно отверстие, где будет проходить сама труба, 180-я труба. И второе отверстие, вот это же для этого, для вент-канала. Выводит горячий воздух. Да, для горячего воздуха. На большое То есть, а в дальнейшем, я думаю, мы будем обшивать вот это все вагоночкой. То есть, вот здесь мы закроем гипсокартоном. Ну да. Ну да. Вот эти вот да, вещи. то есть поставим И снизу- этот каркас, и снизу тоже весь подключим. прорежем в крышу, вот сюда. И получится у нас обогрев. Значит, у нас здесь комната 4 на, я не помню, на 5. Что-то примерно так. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 4 на 5, 3 на 3,5 на 5. И здесь 3 на 3 примерно. То есть здесь у нас прорез будет куда? Вот здесь вот. Вот здесь вот сделаем прорез. И таким образом будет один камин топить, по сути, 4 комнаты, 5 комнат. Да. Это довольно-таки уникальное получается, да? Вот такое редко делается. Нет, почему? Мы делаем постоянно такие вещи. То есть это именно вот эта модель топки, она может отапливать не только 5 помещений, то есть по кубатуре еще больше может отапливать. Только сложно это все развести. Разводку, да, грамотная разводка самое главное. Если не тянет подача горячего воздуха, значит ставится двигатель. Ну моторчик, да, вентилятор. плиточка ставится и разгоняет этот воздух. То есть вполне нормально. Ну да. Понятно. Значит, вот, друзья, установили трубу. Вот здесь она вышла. Значит, ну это черновой вариант. Вот немного траншейку не так выкопали. Сейчас перекопаем немножко. Вот, траншейку перекопаем. Потом вот так обрежем. Колено вставим сюда. Здесь полметра трубы. Вот так здесь на хомутик прикрепим. И закроем грибком, чтобы не попадала водичка и разный мусор. Значит, едем дальше. Итак, друзья, обратите внимание. Вот с другой стороны камина, с другой стороны топки у нас
вот здесь у нас вот есть расстояние до стены, зазор. Сколько? 10 сантиметров, да? Примерно 10 сантиметров вот такой вот зазор, ребята. Для того, чтобы пожаробезопасность, чтобы все-таки у нас будет здесь и фольга, и минвата, и гипсокартон. Ну, все-таки вплотную к стенке решили вот это дело не подводить. Значит, по-любому зазорчик вот здесь должен быть. Ну и сделаем отверстие для циркуляции воздуха. Значит, вот у нас направляющий уже стоит для задней стенки нашего каркаса. И вот здесь вот отмечена у нас ну, вторая стенка каркаса. Значит, вот так вот все. Вот здесь так. И снизу тоже так, по линии так. Итак, значит, уже установили вот этот профиль и закрыли гипсокартоном уже вверх. Предварительно вырезали отверстие для этой трубы и для гофры. Отверстие круглое вырезали в нашем гипсокартоне. Теперь гипсокартон будем утеплять минватой с фольгой. И в принципе все. И проклеивать скотчем. Значит, уже наверх вывели. Наверху уже эту трубу поставили. И будем набирать из профиля, из CD-шки. Будем набирать каркас сверху для трубы. Чтобы труба жестко стояла и была ограждена каркасом. А на каркас, что мы зашьем, наверное, этот гипсокартон. Ну, гипсокартон, естественно. Да. На каркас зашьем гипсокартон, и потом гипсокартон уже обошьем сверху тоже деревянной вагонкой. Короче, двигаемся дальше, не переключайтесь, смотрим дальше. Значит, вот в этом месте, обратите внимание, у нас будет технологическая рассечка, то есть, по сути, будет граница нашей вот этой вот камеры. Граница, то есть будет по отсюда, то есть тепло все будет находиться здесь, и вот именно вот это будет ограждение, у нас уровень так само из гипсокартона, из минваты, этот уровень будет, и трубы будут выходить, то есть заходить прямо сюда, да, а все вот это вот остальное пространство будет как ну, просто как для снятия тепла, да, чтобы не грелся потолок. Да, чтобы вот это все тепло не поднималось у нас в потолок и не грело нам потолок и, соответственно, пол на втором этаже. Вот это место, вот эта зона будет как буферная зона, или как хотите, так и называйте. Значит, вот одна сторона здесь присоединяется, вторая сторона будет здесь присоединяться. И это все будем зашивать. И вот так. Итак, друзья, значит, следующий этап, который мы сделали. Вот, поставили стенку, да? Поставили мы вот эту вот стеночку. Вот. Так. Поставили, как называется, забыл. Рассечку поставили. Вот. И все изолируем теперь этим, как он, фольгой. Фольгированный скотч. Фольгированным базальтом и проклеиваем швы фольгированным скотчем. Фольгированным скотчем, да. То есть фольгированный базальт у нас везде, полностью вся камера у нас абсолютно везде. Даже внутри профиля. Получается, у нас так же само вставляется тоже минвата с фольгой. Так, значит, здесь понятно, сверху проклеиваем. Полы зашили, на полы положили гипсокартон. То есть, значит, сначала гипсокартон на пол, так как полы деревянные у нас, если будут полы, у вас вдруг там кирпич или там бетон или все это, то это все делать не надо. Мы, так как мы ставим, грубо говоря, на пол наш камин, нашу топку, то мы изолировали, чтобы температура, температура снизу и так не будет особой температуры, но мы изолировали сначала гипсокартон и потом положили листы алюминий. Можно использовать металл, можно алюминий, можно что угодно. Можно даже было и и минвату тоже с фольгой. Она не нужна. Не нужна, мы металл сделали. Так, сейчас поднимаемся на второй этаж. Смотрим. На втором этаже. Так. Труба у нас установилась. Значит, сэндвич труба. И проходку вот эту в крыше
и в полу мы изолировали вот такой вот минватой. Как называется минвата данная? Ну, короче, такая минвата специально. Прочная минвата, короче, вообще не горит, температуру выдерживает примерно 1200 градусов. Ну, в принципе, так как у нас труба все равно сэндвич, то, в принципе, хватило бы и обычной минваты жаростойкой. Ну, была такая, у нас по факту сделали такой. Вот. Значит, здесь фиксируем на саморезы обязательно, чтобы труба стояла, держалась жестко. Так, вот, тоже показываю везде на саморезы, чтобы труба жестко держалась. И вот здесь, в данном месте, пришлось распанахать всю крышу, потому что по-другому никак не сделаешь. Теперь это все. А чем мы будем изолировать? Вот тут сверху. Мы сделаем коробочку, да. А в коробочку минвату. А, ну да, у нас же короб станет с профиля. С профиля у нас сейчас будем набирать короб, да, и мы наберем а внутри, ну да. То есть короб будет у нас квадратный. То есть короб сейчас будем делать сюда и короб вот на вот эту гофру. То есть и в дальнейшем, я думаю, посмотрим, как получится, и сформируем какую-то такую тумбочку, что-то типа того. И переходим в вот эту вот комнату. Здесь у нас уже вент-канал установлена. У нас сеточка. Сеточка закрывающаяся, то есть регулируемая сетка. Вот так вот. Открыл, закрыл. И сверху вот уже обмотали минватой вент-канал наверх, на комнату второго этажа. То есть вот так вот она пошла, обмотанная простым скотчем. Температура какая у нас внутри трубы, внутри вент-канала? 300 примерно. Температура внутри вент-канала где-то 200-300. Ну, у нас в камере где-то 300 градусов. Да, а по трубе будет идти... За сотню. А, за сотню. 100 с лишним. Ну, короче, вот этой минваты должно хватить. Это же жаростойкая минвата? Нет, это твоя, но она на 100 градусов. И... На 100 градусов этой минваты будет достаточно. То есть можно обычную минвату, она все равно не горит. И обшивать будем вагоночкой. Вроде бы все должно выдержать. Такую температуру должно выдержать. То есть как-то так. Так, и показываю установку самого демаря снаружи. Сейчас. Вот такая вот красота. Значит, для установки демаря, например, в нашем случае не было у нас такой лестницы, чтобы залезть. Пришлось с обычной доски, вот доска 30-ка ширина, пришлось скручивать вот такой вот трапик. Значит, мы сейчас по трапику поднимемся и посмотрим, каким методом, каким образом у нас была установка самой непосредственно трубы. Значит, вот такой вот трап. И в принципе этот трап можно даже оставить, то есть оставить на будущее для того, чтобы можно было обслуживать. Значит, обслуживать при нормальном режиме топки примерно раз в 5 лет нужно будет чистить этот демарь, трубу примерно раз в 5 лет. Значит, установочка у нас прошла вот таким вот образом. Вот так. Одели грибочек. И в принципе все отлично. Резиновая прокладочка. Вот. На саморезы накровельные. И герметиком герметизировали. В принципе, вот некоторые швы. Вот так вот. Значит, на данном этапе у нас вот такая вот красота. Режем кусочки минваты и вставляем в
вот эти вот места. Такие места. Вот, значит, вся камера уже готова. Показываю вид внутри. Не сильно видно, но... Примерно вот так вот все выглядит. Сейчас зашиваем и будем поджигать, проверять, как работает вся система. Значит, разметили места под вентиляционные решетки. Вот одна, другая. И прорезаем отверстие. Итак, зажгли. Уже дело пошло. Вент канала 2. Этот перекрыт, да? Открываем его. Уже открываем, да? А ну-ка, как? Так, открыли, а этот постоянно открыт. Да, это для остаточного вентиляция верхней камеры, для выхода остаточного тепла. Итак, значит, на данном этапе у нас получился вот такой вот каркас из гипсокартона. То есть это уже финальная стадия. Дальше можно обкладывать плиткой. Можно какие-то декоративные варианты. Например, мы будем обшивать вагоночкой. Все это дело. Значит, это уже финальный вариант. Решетка в эту комнату. Раз. Да. Потом в эту комнату решетка 2. Наверх подача канал 3. Это уже 3 канала. Так, здесь финальный вариант. Тоже можно обделку уже делать. И поднимаемся сейчас на второй этаж. И смотрим, как у нас здесь. У нас здесь мы также обшиваем короб. Полностью обшиваем короб. Значит, вот такая вот история. Профиль. Так, каркас у нас из профиля. Профиль СД-УД. Максимальная толщина профиля обязательно для жесткости каркаса. Да? И внутри труба у нас, естественно, получается сэндвич. Но внутри мы все равно проклеиваем минватой. Вот. Минватой с... Как она называется, забыл? С фольгой. С фольгой, во. 10 раз сказал, последний раз забыл. И проклеиваем фольгированным скотчем. То есть все швы, все стыки проклеиваем фольгированным скотчем. Вот. Также, естественно, из трубы мы также будем снимать остаточное тепло. Значит, снизу смотрим вентиляционные отверстия. Вот так вот. Вот так вот. Снизу вентиляционные отверстия. Так. Клац. Ставили обратно. Так. Да, то есть снизу вентиляционная для забора воздуха. И сверху у нас будет отверстие вентиляционные для выхода уже теплого воздуха. То есть все это тепло с этой трубы, даже через минвату, через сэндвич, все равно мы будем снимать и использовать для второго этажа. То есть так, это понятно рассказал, да. И теперь подача по гофре на второй этаж. Значит, у нас там также гофра. Мы сейчас уже не откроем, потому что зашили. Внутри также сделали всю минвату. Можем открыть, можем снять вот эту вот сеточку, открыть. Вот. То есть вот у нас пошла труба снизу с основного отсека. Так, закрываем и все. Значит, в конце, когда все сделаем, расскажу, как это все дело регулировать. Ну, здесь две решетки, одна с этой стороны, одна с этой стороны.
Значит, просто две решеточки на два выхода. Но я думаю, если второй этаж, в принципе, снимать будем еще и с этой же, с этого отсека, то будет очень жарко будет. То есть вот эти сеточки, я думаю, будем перекрывать поначалу. Снимать будем только с большой трубы. А в этой комнате вот у нас как раз такие незакрытые, осталась незакрытая часть. И сейчас посмотрим детально. Значит, профиль СД снизу, ой, УД, и СД вот наверх, да, профиля. Значит, сформировали вот такой вот каркасик и закрыли полностью вот кусочками минваты, кусочки вырезаем, клац-клац и кусочки вставляем. Значит, вставили все эти кусочки, вставили на бока, прикрутили вон туда и также вставили кусочек и наверх, закрутили на саморезы сверху. Вот, обрезали. Так, значит, сюда сейчас вырезаем из гипсокартона, сюда вырезаем дверку, то есть устанавливаем, да, и будем устанавливать вот эту решеточку, также открывную регулируемую. Примерно вот так. Так, ну и еще сейчас, я думаю, закроем вот тут пол. Для успокоения души. То есть вот так вот. Здесь на бложке вставили сюда кусочек. И получается вот такая вот комнатка красивая, полностью изолированная. То есть все тепло, которое... Это труба, та, которую я показывал снизу. Это выходит эта труба. То есть получается 2 комнаты отапливаем сверху и 3 комнаты отапливаем снизу. Вот так вот. Значит, сейчас обшиваем и смотрим дальше. Сейчас все доделаем. Запустим опять каминчик. Все опять по кругу расскажу, покажу. И... Вот такая вот получилась красота. Вот такая. И сейчас проходим вот этот вот столбик. Здесь также сделаю. Итак, друзья, значит, наш камин установлен, и в принципе все работы, связанные с каминной топкой в нашем домике, успешно завершены. И нам остается сейчас просто поджечь, растопить наш камин и просто протестировать, как работает вся система, как идет нагрев. Значит, давайте открываем. Так. И будем поджигать. Нужно открыть подачу воздуха. Вот. И закроем. Пускай разгорается. Ну а мы тем временем пойдем посмотрим, как все сделано уже в финальной стадии. И еще раз расскажу об устройстве вот этой всей топки, каркаса, и как это все работает и как это все греет. Значит, вот так у нас подача воздуха закрыта, вот так вот у нас подача воздуха открыта. Значит, воздух для горения в самой топке берется вот отсюда. Это у нас кухня. Из кухни берется отсюда прям воздух, вот так вот горение пошло, а вот так вот горение не идет, воздуха нету, в камин воздух не попадает, ну практически не попадает, кроме тут щелочки есть вот небольшие. Вот так вот горение пошло. Ну а отопление у нас
производится чисто обдувом каминной топки из каркаса. Вот, можно сюда заглянуть. Вот там у нас каркас. И через этот каркас воздух проходит по рукавам в комнаты. Давайте вот сейчас откроем вот эту решетку. Вот. И сюда будет выходить воздух. Значит, заходит у нас воздух, попадает на обдув каминной топки с задней части домика. А именно вот сюда. Значит, сюда заходит холодный воздух, попадает в камин. Ну, не в сам камин, а в каркас вот этот. Так вот горит. И попадает воздух у нас вот в эту камеру. Значит, давайте посмотрим. Вот так вот ничего не видно. Сейчас сделаем свет. Вот так вот. Вот такая история. То есть камин горит, и я чувствую здесь уже тепло. Значит, ставим назад нашу решетку. Поставим. Вот, и мы можем регулировать больше воздуха или меньше воздуха. Также у нас снимается остаточное тепло через вот эту решетку. Значит, когда уже разгорелся камин, можно немного приубавить подачу воздуха, чтобы не так быстро горели дрова и чтобы, в принципе, ну, нагрев был равномерным, потому что дрова сгорят. Вот в таком вот режиме на половинку, в принципе, будет нормально. И теперь давайте пройдемся по комнатам и посмотрим, куда идет тепло. Тепло уже должно было пойти вот сюда. Сюда у нас идет, да, немного уже воздух сюда заходит. Значит, давайте снимем здесь. И я также покажу. Как вот здесь. Значит, труба прошла через стену и вышла. Вот в момент прохода труба изолирована в моменте прохода через стену труба изолирована именно минватой. Вот. И она выходит именно из того каркаса, в котором, в принципе, из той камеры, где у нас подогревается воздух. А воздух греется от стенок камина, которые раскаляются, в принципе, до хорошей температуры. Значит, вот так вот оббит короб. У нас рукав, который идет на второй этаж. Значит, он был не зашит, теперь он зашит. Вот, красота. Так, и теперь поднимаемся на второй этаж. Значит, эту комнату показал. Показываю вот эту комнату, в которой непосредственно и стоит наш камин. По факту камин находится в этой комнате. Значит, здесь также оббито вагоночкой. Ну и изоляция есть по-любому. Там фольга плюс гипсокартон, плюс еще, не, фольги больше нету, и вагонка, да. Здесь сюда, в эту комнату тепло поступает сюда. Вот. А теперь поднимаемся уже на второй этаж. Значит, здесь у нас проходит труба. Все выглядит в финальном этапе вот так вот. Значит, здесь просто проходит труба, снимаем с нее остаточное тепло таким же самым каркасом. Значит, холодный воздух, ну, более холодный воздух поступает сюда, а оттуда уже автоматически подается, он подогревается и выходит оттуда уже подогретым. Отсюда вот уже чувствуется теплый воздух